Ну, раз пошла такая пьянка, в продолжении предыдущей истории, еще одну историю из моего богатого айтишного прошлого. Вас прошу подписаться сейчас, написать мне комментарий в процессе просмотра этого видео, потому что алгоритмы YouTube считают, что если я затронул струны вашей души в процессе разговора, значит это самое то видео. Это очень такое полезное, практическое видео для тех, кто собирается заниматься каким-то взаимодействием поставщик-клиент. История из реальной жизни. В Краснодаре есть аэропорт. И я рассказываю о событиях где-то 2006-2007 года. Тогда еще аэропорт не был куплен структурами Дерипаски. Был там, по-моему, совладельцем была администрация Краснодара, ну и кто-то еще и владел, я, честно говоря, уже не помню. Не суть важно. Суть в том, что представители этого аэропорта периодически приезжали на всякие мероприятия айтишные, которые я устраивал. Устраивал как менеджеры в разных IT-компаниях. Ну, они это как по списку приглашаются все представители крупных потенциальных заказчиков. Не только Черномортранснефть, аэропорт Краснодара, РЖД, ну, в общем, всех по списку. Это такие своего рода тусовки, не особо к чему-то обязывающие. И, в общем, я знал некоторых людей из аэропорта. Но, приехав в аэропорт, в очередной раз пообщаться с клиентом, в штыки встретил все свои предложения, ну, категорическое нет и все. Что бы я ни предлагал IT-директору, на все я получал отрицательный, прям категорически отрицательный отказ. При этом со мной общались просто потому, что компании, аэропорту, их айтишникам было интересно, практически полезно приезжать на всякие мероприятия, которые я проводил, как представитель IT-фирмы. То есть ругаться они не хотели. Ну и ничего у меня покупать тоже не хотели. Ни сервисов, ни железа, ничего. И тут, вот это важно для тех, кто занимается продажами, IT тем более, я сделал такую вещь. Я задал вопрос, а что же вам на самом деле нужно? Вот может быть есть какая-то проблема, которую я могу решить? И мне ответили, что да, есть проблема. Территория аэропорта, ну сами представляете, это несколько километров. Огромная территория. Когда-то в советские времена на этой территории проложили медные линии связи. И в процессе вот эти вот кабельные канализации, они забиты были другими кабелями. И, в общем, новые кабели уже не просунуть, да и большое это расстояние. И дорого. То есть не просто так. На оптику поменять, взять старый кабель, выдернуть, новый засунуть, все. Мне была поставлена задача на существующих медных линиях связи организовать передачу данных на приличных скоростях. Ну, те из вас, кто родился в 2000-х годах или в 90-х годах, наверное, еще и не помните уже, как это работать по модемам всяким, по дайлапу. А вот на той меди, которая там лежала, люди вынуждены были вот этим дайлапом заниматься. То есть какой-нибудь дальний к зданию IT-службы пост наблюдения, ну, например, метеорологический радар. Его нужно было подключить к общей сети, а на таком расстоянии, около 2 километров по кабельной линии, только модемом могли пользоваться.
И тут я взял у себя на складе демонстрационное оборудование одной канадской компании, которую мы продавали. Поскольку я хорошо, как инженер, владел такой аппаратной базой, понимал, как работает это оборудование, я предложил заказчику, говорю, вот смотрите, вот железка, 24 входящих линии, двухпроводных, медных. На каждой линии можно организовать передачу симметричную 2-мегабитного интернета туда-сюда, что явно больше, чем обычный dial-up, там 120, даже 128 килобит в секунду. То есть 2 мегабита, это, ребята, вы уже более-менее спокойно можете работать в локальной сети. Может быть, для видео маловато, но для компьютерных файлов вполне себе хватает. Симметрично. То есть 2 вход, 2 выход. Поставил эту железку. Сам приехал, показал, как ее подключать. Привез набор модемов, 24 штуки. И представляете, решил заказчику его давнюю проблему. То есть вот вылечил его мозоль, и у него 24 точки по аэропортовой территории, которые он не мог подключить нормально к своей локальной сети. Просто так. Взяли и подключились к локальной сети. Всякие удаленные посты, типа отпугиватели этих птиц или еще чего-то. То есть все вот такие дальние, как раз самые проблемные точки, к которым старые кабели подходили, а новых слишком дорого тянуть. И в процессе, во-первых, заказчик увидел, что я не рвался здесь и сейчас получить с него кучу денег, а действительно решал его проблему. Ну, а во-вторых, я действительно облегчил ему жизнь. Заказчик, аэропорт Краснодара, начал со мной сотрудничество. Потом со временем это демонстрационное оборудование поменяли, поставили другое оборудование. Но самое главное, я продал заказчику свои компетенции как технического специалиста, как хорошего переговорщика, как открытого партнера, который и денег хочет заработать, но и проблему решить какую-то хочет. И потом у меня сотрудничество с аэропортом продолжалось достаточно длительное время. Я много чего туда поставлял. Вот я вспомнил, что и Oracle я туда поставлял, и другие программные продукты, и много совместных мероприятий устраивал с этим заказчиком. То есть у нас сложились такие понятные, взаимовыгодные, взаимоприятные отношения. Вот. Еще один пример. Как важно знать, разбираться в том, что ты продаешь. Потому что, давайте честно, любой руководитель филиала, он продает прежде всего себя, свою компетенцию и компетенцию своих коллег. И уже потом он продает услуги компании, потом он продает услуги вендоров или там железовендоров. Прежде всего продажа идет тебя, как надежного партнера, заслуживающего внимания. Аэропорт Анапы. К аэропорту Анапы также подходила старая, чуть ли не военных времен, медная линия связи. И проблема в том, что эта линия тянулась на 20 километров от ближайшей АТС. По всяким разным колодцам. В одном из колодцев я видел даже плавающую рыбу. Но он был с водой, и там плавала рыба. Почему-то, как-то. Клянусь, я за рулем был трезвый, как стеклышко. Я видел в колодце плавающего карася. И там же лежал этот кабель. 20 километров до АТС на Пионерском проспекте. Микрорайон, кажется, Гайдук называется, если я все правильно помню.
Проблема в том, что эту линию поменять тоже было невозможно, потому что в некоторых местах кабельная канализация была проваленная, то есть она была непроходимая, нужно было разрывать. А в некоторых местах кабельная канализация проходила под железной дорогой и тоже чем-то была забита. То есть построить новую линию было очень сложно. Надо было использовать существующую. И вот представляете, я, зная характеристики оборудования, единственный, насколько я понимаю, и первый на тот момент, это где-то был 2009 год или 2008 год, где-то в этом районе, я запустил на 20 километрах передачу данных 4 мегабита синхронно, дуплекс, туда-обратно. Представляете? Такого на обычном медном кабеле никто до меня не делал. Тоже пошел на эксперимент, куча согласований, куча всяких там препятствий бюрократических. Но когда я запустил на имеющемся кабеле 4 мегабита, да, я понимаю, сейчас мы все избалованы, но я говорю о том, что было 15 лет назад. Тогда для аэропорта Анапы это было достижение, потому что они смогли получать с АТС Ростелекома качественную услугу передачи данных и наконец-таки смогли, аэропорт далеко находится, в аэропорту с большой скоростью получать нужные вот эти сервисы типа Сирены или Амадеуса, всякие эти системы бронирования рейсов, понимаете, да? И я это сделал первый. Я к тому, что очень важно для руководителя еще разбираться, может быть, не до каждой мельчайшей детали, но все равно понимать возможности, рисковать и делать действительно то, что нужно заказчику, чтобы вы в его глазах не выглядели обычным торгашом, а чтобы вы для него были действительно вот этим спасителем, который решает его насущные задачи. Мне так удавалось много раз. Просто потому, что я умею слушать и слышать то, что нужно заказчику. И это очень важно. Почему все, что вы можете продать, заказчик и так может прочитать на вашем сайте. Вам важно услышать, что для него, построить взаимовыгодную модель, чтобы были повторяющиеся продажи. Вот, нахлынули воспоминания про эти проекты. Представляете, сколько лет назад это все было? До сих пор я уверен, что если в аэропорту Краснодара или Анапы назвать мою фамилию, меня вспомнят. Да, вот так вот. Всем пока. Подписывайтесь на меня и ставьте лайк.